Эволюция авианосцев от Второй мировой войны до современности. История авианосцев является захватывающим и важным аспектом развития военного и морского транспорта. С самого начала своего появления во время Второй мировой войны авианосцы приняли участие в решающей роли во многих конфликтах. Вторая мировая война стала историческим этапом в развитии авианосцев. В это время авианосцы стали первыми подвижными военными базами, способными нести авиацию на большие расстояния. Знаменитые авианосные сражения, такие как битва за Атлантику в 1941 году и битва за Мидуэй 1942 года, подтвердили важность авианосцев в морской статистике. Битва за Атлантику между союзными и немецкими силами была очень высока, поскольку контроль над атлантическими морскими маршрутами был необходим для снабжения войск и населения союзных стран. Авианосцы занимали важное место в союзных силах прикрытия конвоев, которые перевозили военный груз и снабжение через Атлантику. Авианосцы могли наносить удары на большие расстояния, и их самолеты имели возможность обнаруживать и атаковать подводные лодки, которые были основной целью объединенных конвоев. Самолеты с авианосцами выполняли разведывательные полеты, сопровождали конвои, атаковали подводные лодки и суда. Их целью было обеспечение защиты и обнаружение подводных лодок, а также защита судов от атак. Авианосцы также следили за охраной подводной обороны и бомбардировщиками. Важно отметить, что битва за Атлантику была длительной и кровопролитной. Битва за Мидуэй, произошедшая с 4 по 7 июня 1942 года, была одной из наиболее значимых морских битв во Второй мировой войне и имела огромное значение для исхода конфликта в Тихом океане. Участие авианосцев в этой битве играло решающую роль. В битве за Мидуэй разведчики передали информацию о планах Японии напасть на остров. Американское командование, оценив эту информацию, значительно увеличило свои силы и предвосхитило японцев. Обе стороны отправлены в свой бой авианосцы. Во время битвы японские авианосцы были тяжело поражены и потоплены. Американские самолеты с авианесущих крейсеров интенсивно атаковали японские авианосцы Акаги, Кага, Сарю и Хирю, потопив все эти суда. Это было огромное поражение для Японии, так как они потеряли 4 главных авианосца. Битва за Мидуэй имеет стратегическое значение, поскольку она положила начало японскому экспансионизму и переломила ход войны в использовании союзников в Тихом океане. Участие авианосцев в этой битве сыграло важную роль в заявлении о серьезном ударе по японской морской силе и обеспечении баланса сил в Тихом океане. Авианосцы того времени были похожи на плавучие острова. Они позволяли самолетам взлетать и садиться из любой точки океана. Это навсегда изменило способ ведения сражений. Города, которые когда-то считались безопасными для воздушных атак, теперь стали уязвимыми. Авианосцы также позволяли запускать самолеты с расстояния для атаки других боевых кораблей. Они могли сбросить торпеды в воду или нырнуть с высоты, чтобы сбросить бомбы прямо на палубу военного корабля. Самолеты также можно было использовать для обнаружения вражеских кораблей издалека. Авианосцы были огромными. Самые большие из них во время Второй мировой войны были около 800 футов в длину, 90 футов в ширину и несли около 100 самолетов. Требовались тысячи матросов, чтобы управлять этими большими кораблями и содержать все самолеты в порядке. Верхняя часть корабля представляла собой большую плоскую площадку, которая служила взлетно-посадочной полосой для самолетов. Чтобы палуба была свободна для взлета и посадки, многие самолеты
хранились под палубой и поднимались на лифте. Поскольку самолетам предстояло взлететь на небольшом расстоянии, им нужна была помощь, чтобы набрать скорость, необходимую для взлета. У авианосца была катапульта, которая выстреливала в самолет, давая ему прирост скорости для взлета над океаном. Посадка на авианосец была еще сложнее. На конце каждого самолета установлен задний крюк. При посадке крюк цеплялся за трос на взлетно-посадочной полосе. Этот провод помогает самолету замедлиться и приземлиться на короткой взлетно-посадочной полосе корабля. Пилоты должны были быть очень опытными и специально обученными, чтобы совершить такую сложную посадку. Большинство авианосцев во время Второй мировой войны несли три типа самолетов. Истребитель. Основная задача истребителя заключалась в защите авианосца от атакующих бомбардировщиков и защите бомбардировщиков авианосца от других истребителей. Бомбардировщики-торпедоносцы несли торпеду, которую можно было сбросить в воду, чтобы попытаться потопить другой авианосец или вражеский военный корабль. Пикирующие бомбардировщики несли бомбы, которые можно было сбросить на крышу корабля или другой цели. Они взлетали высоко, а затем пикировали прямо на цель, сбрасывая бомбы. В период Холодной войны авианосцы продолжали свое развитие, становясь более растущие и многоцелевые. Это привело к тому, что они стали так называться стратегическими авианосцами, которые имеют важное значение для активных действий США и других стран. 30-тысячетонные авианосцы типа Эссекс, с которыми США закончили Вторую мировую войну, прослужили еще несколько десятков лет, но уже в 1950-х стало ясно, что они даже с учетом модернизации не смогут обеспечить нормальное базирование и эксплуатацию ударных машин нового поколения, просто из-за недостаточных габаритов ангарных и полетных палуб. С авианосцами Мидуэй, построенными сразу после войны, было попроще, однако для таких машин, как А-3 Skywarrior или А-5 Vigilante, места на их палубах все равно остро не хватало. Это несколько ограничивало возможности авианесущего крейсера Мидуэй, в частности, так и не получивших в 1970-х годах истребителя-перехватчика F-14, но прослужить до конца Холодной войны не помешало. В конечном итоге ВМС США создали концепцию суперавианосца, главным качеством которого стала способность нести крупные боевые самолеты, при этом в большом количестве. Первыми суперами, еще не атомными, стали построенные в конце 1950-х авианосцы типа Forrestal. Прослужившие до конца 1990-х, они принимали участие практически во всех серьезных конфликтах и обострениях времен Холодной войны и участвовали в ряде интересных экспериментов, включая посадку и взлет с палубы четырехмоторного военно-транспортного самолета С-130. Улучшенным и дополненным вариантом Forrestal стали корабли типа Kitty Hawk, построенные в конце 1950-х, начале 1960-х годов. И их архитектура фактически стала образцом для следующего поколения кораблей, уже атомных авианосцев типа Nimitz. Первым атомным авианосцем, впрочем, стал знаменитый Enterprise, но в своем типе он остался единственным. Постройку серийных кораблей зарубили из-за цены и сложности. С возможными технологиями и информационными системами государственных судов, в том числе и авианосцами, претерпели значительные изменения. Авианосцы нового поколения, такие как Nimitz и Gerald Ford, получили улучшенные системы связи, безопасности и бортового использования. Они обнаруживают передовые радиолокационные симптомы в случае обнаружения и навигации, а также развивают частые случаи защиты. Кроме того, современные авианосцы имеют возможность перевозить большее количество самолетов и беспилотных аппаратов.
Это расширяет возможности ведения воздушной разведки, нападения на наземные и морские цели, а также быстрого реагирования специальных войск. Современные авианосцы также могут выполнять операции против подводных лодок, противовоздушной обороны и электронной защиты. Они развивают контроль над увеличением пространства и наносят удары по взрывным и подводным воздействиям с помощью самолетов, вертолетов и беспилотных аппаратов. Эволюция авианосцев со времен Второй мировой войны до наших дней – это удивительное решение проблемы технического прогресса и стратегической адаптации. Они часто играют важную роль в охране и защите национальных интересов. Однако развитие технологий и предусмотрительности не останавливается, и авианосцы будут продолжать претерпевать изменения, чтобы привлечь к новым вызовам и угрозам. Будущее авианосцев может проявить себя в улучшенных системах беспилотных аппаратов, более экологически чистых источниках энергии. Таким образом, авиаперевозки оказывают чрезвычайно важное значение в условиях современной ситуации и глобальной безопасности. Сегодня в мире еще около 22 действующих авианосцев. У Соединенных Штатов больше всего авианосцев – 11. Нынешние авианосцы США – атомные. Они имеют длину более 1000 футов и могут работать более 20 лет без дозаправки. Собственно, суть современного авианосца, представляющего собой мобильную авиабазу, способную оперативно перемещаться в океане и обеспечивать американской военной машине ударные возможности в нужное время в нужном месте. Эволюция авианосцев после Второй мировой шла двумя путями. Флот требовал обеспечить базирование все более крупных самолетов со все большей дальностью и нагрузкой, и одновременно повысить автономность авианосцев с целью сокращения нагрузки на силы обеспечения. Первая успешная посадка самолета на корабль была совершена в 1911 году. Первым кораблем, специально предназначенным для использования в качестве авианосца, был Хэмс Аргос, построенный британцами. Он был запущен в 1918 году. Японцы строили специальные подводные лодки, которые могли всплывать и затем запускать до 3 самолетов. Крылья самолетов складывались для экономии места. Эволюция авианосцев от Второй мировой войны до современности представляет собой захватывающий путь развития современной техники и стратегии. Использование авианосцев во время войны и конфликта.